Сегодня мы начинаем нашу самую первую сессию по тантре. Этот цикл лекций крайне важен для Санатана Дхармы, для Кашмира и всего человечества, что не знает и не ведает мудрости Шивы. Начнем с истории. Санатана Дхарма не держится на одной книге. Ее база, целая библиотека. Нет, основа Санатана Дхармы – это личный опыт, который из века в век обретали те йоги, что искали истину. В поисках той самой истины, что неизменна и вечна. Они смогли достичь этой истины. И с этой истиной стали едины и не остановились. Для новых поколений они указали путь к этой вечной истине. Свод правил, норм, предписаний и философию, и это и есть Санатана Дхарма, Шива. Он и есть та истина, о которой разные йоги говорили под разными именами. Истина одна, мудрецы зовут ее по-разному. Брахма, Васудева, Параматма, Бог и так далее. Это все его части, его разные аспекты. Как в притче о 4 слепцах, которые очень хотели узнать, как выглядит слон. И вот один из них коснулся уха слона и сказал, что слон, он плоский, словно веер. Другой потрогал его ноги и сказал, что слон похож на ствол дерева. Третий коснулся хобота и говорит, что слон подобен огромному питону, а четвертый задел живот. И тогда слон показался ему стеной. У этой истины много граней, и ни одна не хуже другой. Все грани едины с тем главным аспектом, с тем самым сердцем, они едины с его истинной формой. И потому о его подлинной сути можно сказать лишь одно: он абсолютно свободен. Ведь что бы вы ни сказали о нем, обратное тоже будет правдой. Поэтому о нем нельзя сказать ничего, кроме того, что он свободен. Эту истину познали наши тантрики. И именно поэтому ту истину, того Шиву, назвали Свачханданатх, что значит тот, кто свободен. Тот, кто абсолютно свободен. Именно с них и берет свое начало тантра, о чем я уже упоминал ранее в прошлой беседе. Так что если вы ее не видели, сначала посмотрите. История, описанная в древних книгах, гласит, что именно Свачханданатх был тем, кто создал все эти тантры. Чтобы мы осознали свою свободу. Чтобы поняли, что мы и есть тот самый Шива. Именно поэтому он создал это знание и сотворил весь этот опыт. Каждый человек находится на своем уровне. Простой рабочий, который трудится весь день ради еды, будет верить, что Бог где-то там, высоко. Сидит в ином мире и управляет всем сущим. Он радует тех, кто ему поклоняется, и отправляет грешников в ад. Если такому человеку начать рассказывать об истине, о том, что он сам и есть Шива, он никогда в это не поверит. Для его понимания это слишком сложно. Для таких людей Бог создал дуальную тантру. Сюда же относятся такие практики, как Вашакарана, о том, как исцелять болезни, как получить хороший урожай и прочее. В них также описаны способы поклонения божествам. Те, кто развит чуть больше, они верят, что Бог присутствует в каждой частице. Он есть и во мне, и в вас тоже. Но все же между мной и им есть различия, которые невозможно устранить. Внутри них все еще живет это чувство разделения. Они пока еще не готовы принять ту истину, что они Шива. Это одно целое. Поэтому и для них Бог создал философию, целую систему тантры, которую называют Двайта-Адвайта. И когда человек достигает больших высот в духовном развитии,
Он видит, что он сам и есть Шива, Шивохам. Он – часть бесконечности, а значит, он и есть сама бесконечность, а этот мир – его сон. Для таких людей Бог создал Адвайту. Он создал Бхайрава-тантры, в которых поведал о высшей недвойственной истине, а также о методах ее достижения и почитания. В итоге он явил миру 92 тантры, из которых 10 были дуальными, 18 смешанными и 64 недвойственными. Именно Адвайта-тантра является полной и высшей, потому что в ней заключены все 5 сил Шивы: сила сознания, сила блаженства, силы воли, знания и действия. И она говорит об истине прямо без всяких прикрас. Я и есть Шива. Я и есть вся эта вселенная. Вы, должно быть, заметили, что их число гораздо больше, чем дуальных тантр, потому что в эпоху Сатья-юги, когда он раскрыл эти учения, большинство людей были духовно развиты, для них подходила именно Адвайта-тантра, но со временем эпохи сменяли друг друга, трета. 2 пара, а затем наступила Кали-юга, и в Кали-югу Адвайта-тантра была совсем утрачена, ведь люди отдалялись от духовности, а истинные тантрики покинули общество и сделали Гималаи своим единственным пристанищем и скрыли себя от мира. С приходом Кали-юги от тантры остались лишь пустые ритуалы, жертвоприношения и черная магия. Перед началом Кали-юги Господь Шива в облике Шри Кришны провозгласил следующее: Яда-яда хитхармасия, гланирбхавати бхарата, абхютханамадхармаси тадатманам сриджамьяхам, паритраная садхунам, винаше чадушкритам, дхармасам стхапанартхая самбхавами юги-юги. Я прихожу, я являю себя миру. Всякий раз, когда вера угасает, тогда я прихожу. Когда беззаконие растет, тогда я принимаю форму и предстаю перед всеми людьми. Я прихожу, чтобы защитить истину. Я прихожу, чтобы уничтожить ложь и злодеев. Я прихожу ради установления дхармы и рождаюсь из века в век. Пришло время для восстановления дхармы, и тогда на Кайласе явился один йогин. Он сидел в позе для медитации, совершенно спокойный, неподвижный, словно безжизненная каменная статуя, но при этом полный жизни. В его глазах стояли слезы, которые, возможно, были символом блаженства внутри него. Или же сострадания. Глядя на живых существ, страдающих в муках Кали-юги, трудно сказать. Многие мудрецы – боги. И йоги пришли, чтобы увидеть этого необычного героя. И каждый получил ответ на свой вопрос, услышав голос, исходящий из его уст. Все обретали благодать, поэтому его и назвали Шрикандханат. Тот, в чьем горле пребывает само процветание. Шрикандханат. Он находился в поисках достойного преемника, через которого он смог бы восстановить дхарму и тантры. И его выбор пал на мудреца Дурвасу. Продолжение этой истории мы узнаем в следующем эпизоде. Пусть Господь Саччидананданатх своими 18 руками защитит всех вас. Ом Намах Шивая.